Всем привет! И в этом видео хотелось бы с вами поговорить про арбитраж в крипте, развеять все мифы, сколько здесь можно зарабатывать, расскажу про свой опыт, ну а также в конце дам такую некую связочку, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Ну а прежде чем продолжить просмотр данного видео, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк за мои старания и поехали! Ну что же, сначала начнем с того, что поговорим про понятие арбитража, потому что, возможно, это видео смотрят новички. И также мы с вами обсудим два вида здесь арбитража. Это у нас межбиржевой арбитраж и P2P. Начнем с того, что поговорим, что вообще такое арбитраж. Взял это все с Википедии, то есть можете сейчас поставить на паузу и полноценно все прочитать. Но если сказать в двух словах, то есть по сути вы находите какую-то связку, где-то что-то покупаете дешевле и потом продаете дороже. Раньше, конечно, арбитраж приносил намного больше денег, и кто в этом направлении варился, смог очень хорошо тогда подзаработать. Ну и как я и говорил, что в этом видео мы будем говорить про два вида арбитражей, это межбиржевой и P2P, то есть person to person. Рассмотрим такой момент, что большую часть удобно все смотреть у нас на CoinGecko, то есть заходите на этот сайт, и я вот, например, выбрал вкладочку типа самых лучших, да, и самых худших проектов, которые у нас сейчас есть. То есть то, что у нас стрельнуло и дало хорошие проценты, и то, что сейчас резко падает. То есть здесь вы можете разные выбрать. Можете выбрать то, что, например, там сейчас вышло, да. Вот, давайте посмотрим, зайдем, там, не знаю, как несколько проектов, да, и рассмотрим, что у нас тут есть. Здесь у нас видим, что пока что они на Мексе есть, да, и особо никакого спреда нету. Кстати, еще не сказал вам, что такое спред. Спред – это, по сути, вот эта вот разница между двумя, например, различными биржами. Либо спред – это в P2P, то есть покупить доллар, там, не знаю, по 60 рублей, продать по 64. Следовательно, вот эти вот 4 рубля у нас и будет с вами спред. Давайте здесь посмотрим тоже, да, ничего нету. Но чтобы не занимать ваше время, давайте еще раз вернемся к этой вкладочке и, например, выберем вот этот вот проектик. Так, здесь у нас тоже с вами, да, ничего нету. Давайте попробуем этот проект выбрать. То есть, ну, это как бы скажу сразу, что нелегко и просто сразу найти какой-то рабочий момент. То есть здесь мы тоже с вами, да, видим, ничего такого нету. Давайте выберем вот этот вот проект. Так, здесь у нас вот мы видим несколько различных бирж есть. Например, там Bitmart и Stex какая-то биржа, не особо популярная, известная. Что вы здесь можете с вами сделать? Но тоже, видите, вот надо смотреть опять же на объемы. То есть объемы, например, на Bitmart очень маленькие, и спред, конечно, есть. То есть вы можете здесь на Stex купить по 0.35 и продать по 0.37. То есть здесь есть такой некий спред. Давайте еще какой-нибудь другой токен посмотрим. Вот здесь, например, что мы с вами видим. Но Hotbit, как мы знаем, к сожалению, звезда произошла. Сейчас у них все выводы, все это пока запрещено. Поэтому здесь, конечно же, ничего у нас не получится. Так, по-хорошему, что мы с вами берем тут и продаем тут. То есть спред сейчас шикарный, 16-23%. Но в целом скажу сразу, что здесь вообще не получилось у меня ничего заработать. Почему? Потому что, ну, хочется крутить, вот, то есть тоже, да, здесь смотрите, разница есть. То есть можете там, я не знаю, на, допустим, ну, одну из бирж где-то купить, продать. Но, опять же, видите, проблема в том, что объемы, например, да, маленькие. Вот. Поэтому это очень колоссальная работа. Надо искать. Но с какой здесь я сталкивался проблемой? На межбиржевом арбитраже я сталкивался с тем, что я хотел крутануть, ну, там, долларов на 100, да, чтобы как-то посмотреть, там, работает все это или нет. Но есть такие моменты, что бывает, допустим, если брать Gate биржу, да, то у меня брали очень большую комсу, но какой-то чуток я просто не хотел там на 500 тысяч долларов купить. Мне проще там на 100 долларов купить и 10 раз, да, было бы, например, прокрутить. Вот, но проблема заключалась в том, что они брали, во-первых, очень большую комиссию при выводе в токенах. Возможно, может быть, они специально, да, это делают. Вот, и такой момент происходил, что по итогу мы видели большой спред,
но из-за того, что вот комиссии там большие, опять же, по времени вы пока можете перевести, к сожалению, спред может потихоньку восстановиться. Но вот если брать, например, там Streamcoin, да, мы можем с вами, 2,65%, например, тоже, да, нормально, например, там на хобби, например, там купить, да, или где-то еще, на хобби купить и на гейте, например, продать. Опять же, мы здесь видим, что хорошие объемы, да, есть, следовательно, на этих объемах можно, например, подзаработать. Вот, поэтому здесь такая работа кропотливая, вы ищете различные проекты, заходите, смотрите, какие у биржи спреды, по-хорошему, тем более бы я все равно бы делал так, что открывал полноценно и смотрел, потому что может происходить всякое, то есть лучше, например, там, не знаю, на хобби, да, открыть и на гейте посмотреть, чтобы, стопроцентно увидеть спред и понять, реально он такой он есть или нет. То есть здесь мы с вами видим, что мы можем здесь у нас купить по 0,4795, здесь, например, там 0,004, да, 88, то есть разница есть, да, но небольшой такой вот спредик. Но опять же гейт, к сожалению, за то, что вы будете стримкоины выводить, нормально комсу возьмет, вот, поэтому я столкнулся с такой проблемой, что спред-то он как бы есть, но большую часть у меня сжирала именно вот комиссия, но это если брать у нас $100, да. Бывало такое, что я купил, и пока вот пытался там продать на другой бирже, да, к сожалению, все выходило в нули по-хорошему, а бывало такое, что выходило в минус. Поэтому в целом на этом зарабатывать можно, но нужно сидеть, искать, это то есть кропотливая такая работа. Бывают, опять же, там всякие, да, различные связки. Поэтому, если брать межбиржевой такой арбитраж, то заходите на CoinGecko, открываете графики лучше, да, чтобы смотреть, потому что здесь немножечко иначе все написано. То есть на гейте сейчас ниже, чем на хобби. Покупаете, вот так вот перекидываете и пытаетесь заработать. То есть моя задача именно вам дать удочку, а дальше вы тут уже дальше сами смотрите. Следующий момент, который с вами хотелось обсудить, это именно P2P. В начале, когда вот, наверное, дурак я, что не занимался этим, потому что разница у нас большая, если смотреть. То есть, допустим, у нас сейчас, если смотреть, к сожалению, так не получится сделать. Если с точки зрения P2P, да, давайте сейчас я открою график, получается, сейчас надо найти доллары и рубля, но сейчас у нас я пока выходной снимаю, то есть, допустим, если посмотреть сейчас график у нас, то мы видим, что доллар у нас 60 рублей 70 копеек. Если брать у нас P2P, например, да, то сейчас, например, давайте, я не знаю, там выберем где-нибудь от 60 тысяч рублей и выберем, например, там Тинькофф, да, то, например, сейчас, практически 64 рубля. То есть, видим, что разница в целом хорошая, но, к сожалению, например, сложно, да, сейчас что-то купить по 60 рублей 70 копеек и прямо вот по 64 рубля практически скинуть. Давайте сейчас поговорим вообще в целом, сколько у меня получалось тогда зарабатывать. К сожалению, немного, какие-то различные были такие копейки. Вот сейчас открою таблицу за июнь, это мы просто тестировали с моим хорошим другом, смотрели. Вот, что у нас тут происходило. Было такое, что, по сути, как, мы работали через корону, это я чуть-чуть попозже расскажу, да, как у нас все тут происходило. Например, там вот пошло, там несколько дней мы работали, допустим, было такое, что через корону я переводил 59 289 рублей, на P2P продавал по 63 820 рублей. В итоге выходило 4500 рублей, что, это очень было хорошо, сейчас бы так бы вернуться. Вот, и по итогу выходило 2266 рублей каждому. Потом мы опять крутили, там 64 тысячи, да, на P2P на короне столько продавали, уже там было 2356. Потом все снижалось и доходило до такого, что если мы раньше там каждый по 2000 брали, то потом уже дошло до такого, что где-то было 1000 рублей, где-то там на комсу много уходило. Вот, поэтому происходили вот такие вот моменты. Поэтому если раньше по арбитражу получалось где-то 5-6% делать с одного круга, то сейчас у нас получается где-то, можно сделать 2,5%. Следовательно, выйдет то, что вы с кем-то по-любому будете делиться, да,
и все вот эти вот 2,5% себе полностью забрать не можете. Поэтому по P2P так, что мы берем, получается, через корону, например, да, и кому-то переводим в другую страну. Давайте сейчас про это поговорю немножечко подробнее. То есть есть приложение Corona Pay, вы можете отправлять в Турцию, Молдову, много различных стран других. Поэтому, чтобы использовать именно вот этот вот метод, там уже погуглите, посмотрите, просто берете, что скачиваете приложение, находите какого-то, например, человека, да, который сможет там получать деньги, потом, например, пополнять тот же самый Binance без комсы через карту, либо еще какие-то другие методы, да, и вот так вот крутить, крутить и крутить. То есть связка заключается в чем? То есть вы перекидываете на карту себе рубли, после этого перекидываете рубли именно уже долларами там получают в другой стране, и после этого, получается, идет пополнение, например, биржи Binance, да, вот такой вот некий вот круг. Можно где-то, вот я пообщался с различными ребятами, это вот реальные сейчас кейсы, то, что сейчас происходит, где-то, 2,5% делать можно, обычно где-то 1,5% берет человек, с которым вы работаете в другой стране, и 1% вы забираете себе. Следовательно, из-за того, что сейчас полезло очень много народу в это направление, конечно же, спред все падает больше и больше. Есть много различных моментов с точки зрения там карточек, блокировок и еще что-то. Вот, если брать, например, Тинькофф, то там я не помню, сколько в месяц можно, но когда вот я подключал Тинькофф премиум, он стоит 1990 рублей, либо там определенную сумму нужно держать, то там у нас получается тогда до 500 тысяч можно крутить в месяц, но это, конечно же, очень мало. Вот, давайте подводить такие вот некие итоги, и плюс сейчас я сделаю запись, давайте посчитаем, расскажу с точки зрения P2P у нас что происходит, да, и сколько здесь у нас сейчас можно зарабатывать. Допустим, посчитаем, что вы, например, делаете так, что, например, там кружите 4 раза, например, там по $1000, то есть, следовательно, берете $1000 и, допустим, делаете одну прокрутку, да. Следовательно, если с одной прокрутки вы, получается, зарабатываете $10. Это с учетом того, что 1% точнее берете себе. Следовательно, если брать и все это умножать на 4, то это у нас получается $40 мы можем с вами зарабатывать в день. Средний курс, пусть сейчас у нас где-то 64 умножить на 40, это получается 6, 1 туда перекидываем, 2560 рублей в день вы сможете зарабатывать, да. Если умножим на 30, то это у нас получается 4, 18, 8 пишем, 1 запоминаем, 6, 1 туда идет. Это 76 800 рублей, но в целом можем сказать с вами это неплохо, да, 76 800, если каждый день делать 4 прокрутки по $1000. Но давайте посчитаем, сколько в месяц это выходит, если у нас брать все это именно в рублях. Получается, мы 64 тысячи с вами умножаем на 4. Так, 1, 2, 3 нолика. 6 пишем, 1 запоминаем. Это у нас получается 256 тысяч рублей в день мы с вами крутим. Умножаем на 30. Так, все нолики у нас расписываем. Так, здесь у нас сейчас мы немножечко соскочило, 8 пишем, туда идет единичка, и туда у нас, получается, идет семерочка. И получается, в общей сумме мы с вами прокрутим 7 680 000, и с этого заработаем 76 800. Но сами понимаете, стоит ли это делать или нет. То есть, готовы ли вы прокрутить 7 680 000, чтобы заработать 76 800, тут уже смотрите сами. Поэтому, если брать с точки зрения того, что можно ли зарабатывать на P2P или нет, то есть многие говорят, что большая часть это какая-то скамина, да, то, что людей разводят. Скажу, что зарабатывать можно, но, как вы видели по примеру, если брать P2P,
то в P2P у нас мы будем очень много крутить, будем сталкиваться с тем, что нужно будет много карт создавать, взаимодействовать с родственником, еще кого-то, да, то есть, вами могут заинтересоваться, если вы будете столько крутить. Если брать межбиржевой, то тут у нас тоже все сложновато, поэтому, кто говорит, что типа я там изи лям поднимаю, то не верьте, то здесь придется очень много прокрутить, может быть там $1 миллион, да, прокрутить за месяц, чтобы столько заработать, вот, поэтому зарабатывать можно, но нужна большая усидчивость, следить, смотреть, придумать какие-то различные связки. Есть какие-то различные связки там с Kiwi, например, там, да, брать. Вот, тоже там что-то покупаете, перекидываете, там, как вариант Корона, там еще есть одно приложение, с которым тоже можно работать. Вот, поэтому в целом арбитраж сейчас есть, но он не такой классный, как раньше был. Думаю, что на этом буду заканчивать. Надеюсь, что видео для вас было полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк за мои старания и всем пока, до новых встреч.